Сейчас ты узнаешь обновление ЛСК, новый функционал поиска кладов и еще много предложений по обновлению нашего любимого проекта Majestic RP часть 2. Благодарю всех за крутой актив на первой части, но не буду заострять на этом внимание. Скажу лишь, что ваши несколько предложений из комментов в конце видео. Для вашего удобства будет несколько разделов. Улучшения, касающиеся госки, крайма, заработка и прочее, что не подошло ни к одному из разделов. У нас на проекте у госструктур функционально присутствует боди-камера, но нам, чтобы иметь IC-запись, необходимо приехать 24/7 и в чате командами отыграть покупку камеры. И все это заскринить. Что за средневековье? Все же можно сделать функционально, добавив в свободную продажу боди-камеру. Глядишь, и судебная система активизировалась бы от обращения игроков с IC-записями, на что сетовал Apollo в видео с синсетом. Судов мало, вот. Но опять же, из тех исков, которые пишут, они проводятся часто. А то, что само количество этих исков, ну да, их маловато, конечно. Правилами сервера запретить силовым структурам переговариваться в различных мессенджерах, а функционально добавить к каждой госструктуре закрытые радиочастоты, в которых бы шли все переговоры, в том числе сообщения об угоне, ограблениях и просто важные оповещения передавались бы в рацию voice с ботом. Соглашусь, что сидеть в том же DS намного удобнее, но с РП это не имеет ничего общего. Да и недавно, поиграв с рацией, скажу, что такой атмосферности и экспириенса вы не получите ни в одном из мессенджеров. Для удобства патруля в рациях добавить возможность подключения сразу к 2 волнам, а возможность говорить в каждую будет посредством переключения приоритета связи. Это добавит нереальный антураж в работу госструктур. Адам-1. Веду преследование по правой трассе предположительно угнанного автомобиля. Требуется подкрепление к бочкам Юнион. Двигаемся в сторону Палета Бэй. Это Адам-5, принял, буду вас приблизительно через 5 минут. Адам-1, 10-4, жду подкрепления. Вести учет личных дел игроков функциональным способом. У лидера фракции был бы доступ к личным делам игроков, где была бы перечислена такая информация, как все государственные структуры, в которых состоял игрок, выговоры, повышения, благодарности. Вы спросите, зачем? Во-первых, для понимания, какой человек хочет вступить к тебе в организацию. Фрик, сливщик инфы или склада, просто ветреный игрок или же честный и доблестный офицер, госслужащий, которого не стыдно в будущем поставить и на должность. Есть спорное на первый взгляд предложение добавить систему, при которой каждое спущенное колесо будет кратно уменьшать максимальную скорость автомобиля, когда при пробитых 4 колесах ваш транспорт будет двигаться с максимальной скоростью, допустим, в 30 км. Зачастую вы могли видеть ситуацию, когда у преследуемого нарушителя пробито одно или несколько колес, но на хорошей машине потеря колес ведет только к потере небольшой маневренности, и нарушитель по прямой продолжает также эффективно уезжать от преследования. Возможность транспортировки тяжело раненых граждан. Зачастую сотрудники ЕМС вместо оказания ПМП выездным методом дружно стоят в холле больницы для таблеточек, справок и вакцин. Данная транспортировка позволила бы обычному игроку, конечно с согласия больного через функционально, положить раненого в авто и доставить в ближайшую больницу для оказания скорой медицинской помощи. Таким функционалом можно было бы убрать казусную ситуацию, когда убивший тебя гостник не имеет эпиков для реанимации или у медика закончились медикаменты. Он просто уезжает, оставив тебя отдыхать на прохладном асфальте. У меня реса нету, понятно. При взломе авто нам автоматически накидываются звезды розыска. Такая же ситуация происходит и при убийстве игрока. С одним отличием, что маска в этом случае спасает, и мы оказываемся безнаказанными. Давайте добавим небольшой скрипт. При любых крайм действиях с надетой маской у нас был бы рандомный шанс на скидку приоритета розыска. Вместо 3 звезд могло прокнуть 2 или 1. Ну и конечно минимальный шанс на 0 розыска. Перчатки также добавляли коэффициент к шансу. Например, при угоне авто перчатки спасают от отпечатков пальцев. Возможно функционально ограбить игрока только если грабитель состоит в группе в количестве не менее 4 человек, как говорится в правилах. Да, есть правила, где пешего можно грабить 1 на 1, но мы это уберем и оставим на все виды ограбления от 4 человек. Может вы и не часто сталкиваетесь с грабителями, но некоторые школьники катаются по 1-2 человека и грабят работяг-новичков, которые даже не знают, что так нельзя. Так продолжается, пока мамкины бандиты не наткнутся на знающего человека. Что такое? Выходите из машины. Зачем? Это ограбление. Блять, пиздец.
Все мы хоть раз пользовались услугой такси. Зачастую бывают разные ситуации, когда нас несколько человек, а к нам приезжает спорткар с одним свободным местом. Или же мы просто хотим как короли приехать на казик на новенькой BMW. У игрока есть возможность выбрать один или несколько видов класса авто. Обычный, бизнес, премиум. Может даже на 6 посадочных мест. От класса заказанного такси зависела бы цена, а то игроки сетуют на то, что арендная тачка получает столько же, как и твоя любимая Bugatti. Предложение улучшить систему поиска кладов, добавлением системы поиска барабанная дробь подводных сокровищ. Привязываем поиск кладов к навыку сыщик. На первом ранге доступен поиск кладов на суше, как и есть сейчас. Со второго ранга в речках и озерах, под водой чисто на одном дыхании. Для третьего же ранга надо либо специальный костюм дайвера с баллонами воздуха, которые тратятся и надо покупать новые, или же на батискафе. Поиски будут проходить в морях. Нам предстоит найти бутылки рома от Джека Воробья, а также ходят легенды о немецком корабле, затонувшего с тоннами золота. На каждой стандартной работе существуют ранги, но что мы получаем при их повышении? На ферме хорошо, новую культуру для выращивания, а мусоровоз, почтальон, автобусник, прибавка в $5 за точку. В случае дальнобойщика нам вообще ничего не светит, кроме доступа к донатной тачке. Почему бы не добавить небольшое поощрение в виде тех же Majestic коинов при открытии нового ранга? Проект выдает ежедневно сотни тысяч коинов за 5 часов игры или нового уровня персонажа. Так почему же не дать несчастному работяге те же 500 коинов за гринд автобусника? Он тратит свое время в игре и, поверьте, побольше чем 5 часов АВК на сервере. Я считаю, что это в первую очередь могло бы быть неплохим поощрением для игроков, а во-вторых, дало бы хоть какой-то смысл качать ранги на некоторых работах. Сделать систему наподобие свалки, только для донатных машин, чтобы игрок мог сдать свое донатное авто и получить за него неверты. Да, вы можете подумать, что проекту это невыгодно, но мы ведь не говорим о каких-то больших суммах. Пусть это будут какие-нибудь 15-20% от суммы покупки, и на машины с кейсов это бы не распространялось. Бывают просто случаи, когда хочется депнуть в рулетку, или как мне недавно не хватило на королевский старт, а деревянных нету. Машины в говне. Если честно, я не понимаю, почему это давно не исправили. Но у нас на проекте существует система загрязнения авто, а работает она таким образом, что абсолютно чистая машина спустя где-то 30 минут выглядит хуже, чем свинья после ванны из грязи. 2 года назад один блогер уже поднимал этот вопрос. Видео собрало почти 7000 просмотров, но реакции просто 0. Все игроки перманентно ездят на грязных авто. В чем смысл этого, я не понимаю. А мойка и мойка воском помогает на кратковременную дистанцию. Как это решить? Очень просто. Изменить время в скрипте, чтобы, например, после мойки машина была чистой 6 часов, а при мойке с воском 12. И не думайте, что прибыль у автомоек упала бы. Дают 1000%, что финка только подросла. Потому что отдать раз в сутки 10 тысяч, чтобы день ездить просто на чистой машине, это не такие большие деньги, которые готов потратить любой владелец своего любимого авто. Серьезно, хватит этого дерьма. Вот сравните, на какой машине вы хотели бы кататься. И если на черных авто это смотрится не вырвиглазно, то на каком-нибудь антихроме... Ну что это, блядь? Скажите, вы никогда не задумывались, почему мы не можем посмотреть, где наша машина через приложение Автоплюс, когда мы находимся в машине? Зачем каждый раз, чтобы посмотреть, надо выходить из машины? Типа внутри машины плохо связь ловит? Я не кодер, но как по мне, фиксануть это можно парочкой строчек в коде. Сюда же относится предложение по возможности управления арендой транспорта через телефон, отмены или продления аренды. Интересно, что лечиться бинтами или аптечкой за рулем это нон-РП поведение. Функционально запретите это, и уже никто никогда не сможет отлететь за нарушение такого смешного правила. А то получается, геолокацию машины за рулем мы не можем, а перебинтоваться как пить дать. Напоминает ситуацию на 5РП, когда нельзя было пить и есть за рулем авто. Не отходя далеко от темы машин, в прошлом видео я предлагал добавить китайские авто, которые, кстати, потом добавили на другом проекте, а не на нашем. Ну ладно, китайские у нас уже дома есть. Но вот ответьте. А где Volvo у нас на серверах? Сейчас в свободной продаже за коины или верты нету ни одной машины марки Volvo. По 10 штук Бэх, Мерседесов и ни единой Volvo. В
команде проекта кто-то очень не любит шведских производителей? Да, были две Вольвы, но обе они из сезонных пропусков, и те, кто на них не попадали, могут отправляться в дальнейшее путешествие по кожаному продолговатому предмету. Притом заполнить все сегменты вполне реально. Для бизнес-класса S90, Volvo S60 для среднего класса. Не обделим и любителей суперкаров Polestar 6, а на закуску электричка EX90. Посмотрите, разве вас не возбуждают эти формы? С каждого любителя Volvo лайк на это видео. Для лучшего опыта новичков есть предложение во всех арендных мопедах, а новички зачастую используют именно их, вследствие весомой разницы в цене с автомобилями. По умолчанию установить крепление для мотоцикла, чтобы при столкновении их не сбивало с этого мопеда. Я сам много раз сбивал мопеды, по чистой случайности. А когда вы только зашли на новый проект, взяли мопед и вас сбили насмерть в первую же минуту, не лучше экспириенс от игры. Скидка при аренде транспорта на длительное время, а не фиксированная ставка. То есть при аренде на 3 часа была бы скидка те же 15%. Для любителей мототранспорта тоже есть необычные предложения. Добавить бинт на шлем безопасности. Сейчас, если мы сядем на мотоцикл и постоим несколько секунд, персонаж автоматически наденет шлем на голову. Но мы сами вправе решать, ездить с шлемом или без. А за нашу безопасность пусть волнуется полиция, которая может штрафовать за езду без шлема. Сюда же маленький фикс, что надо не только надевать ремень безопасности, но и снимать его также при выходе из авто. Беря в расчет логику, у нас в чат идет отыгровка при пристегивании ремня безопасности. Но если мы выйдем из авто, снятие ремня не последует. Следуя РП логике, мы совершили нон-РП действия, не отстегнув ремень. Да, и не знаю как у вас, но у меня были моменты, когда я путал клавишу и выходил из машины на полном ходу. Данная функция спасла бы в таких ситуациях. В тему авто добавим нормальную систему тюнинга со всеми характеристиками, чтобы было видно, какая деталь что улучшает. Сейчас же с той же подсветкой хрен пойми, на каких-то авто лучше ставить, на каких-то лучше не ставить. В чем проблема добавить эту функцию, одному Majestic Coin известно. Но никто не будет спорить, что это было бы очень удобно. Хочется также узнать, когда будут добавлены обвесы. Сейчас же обвесы на новые авто добавляются раз в полгода, по пару штук. При этом все действительно классные обвесы остались в каких-то далеких сезонных пропусках. Например, на спринтер. Обвес сочный, классный, но кроме него ничего нету. Обвесы за донат сводятся к антихром, карбон и кованый карбон. Разницу между карбоном и кованым карбоном я вообще честно не замечаю. Почему мужской персонаж не может покупать женскую одежду? Да, функционально модель мужского и женского персонажа разная, но добавьте тогда покупку без примерки. Почему я функционально не могу купить колечко для своей любимки Вейви? Мне надо попросить кого-то из девушек на доверие, или как дурак привозить свою любимку в магазин и давать ей денег на покупку. Но тогда какой же это сюрприз? Возможность брать одежду на прокат или возвращать ее обратно в магазин в течение короткого времени, конечно же с комиссией. Потому как зачастую купленные луки могут не смотреться, или же вообще вот такая хуйня с некоторой одеждой и масками. Пиздец, нихуя себе, ебать. Покупка интерьера в домах и квартирах, или же кастомная его настройка. Почему я должен всю жизнь довольствоваться одним и тем же интерьером дома? Я готов заплатить огромные деньги за его смену. Таким образом и верты бы вывели, и игроков порадовали бы, учитывая, что в офисах такой функционал доступен. В дом также добавить возможность покупки сейфа для оружия, смена интерьера гаража и его расширение. И тут сразу должен обозначить, я не предлагаю систему как на другом проекте по покупке гаражных мест. Я имею в виду именно покупка расширения парковочных мест внутри гаража. Скажем, у вас дом на 8 ГМ. Вместе с купленными законными местами у нас получается 12 гаражных мест. Но в доме-то мы можем поставить только 8. А я, может, хочу любоваться ими всеми в гараже. Но нет, из-за ограничений гаража я должен парковать не вошедшие машины рядом с домом. По-моему, такими обновлениями мы добьемся целей вывода вертов с серверов и очень обрадуем игроков. Увеличить наполненность планшета и телефона, так как они слишком сырые в плане наполненности приложениями. Перенести навигатор из F3 в телефон, добавить каких-нибудь программ и приложений на усмотрение разработчиков. Те же ставки на спорт, мировой квест и управление банкоматом. Ваше мнение за и против жду в комментариях. Добавить навигацию, поиск по координатам, а на миникарте снизу отображалось бы ваше актуальное местоположение. Судя по командной строке сейчас, когда мы ставим точку на карте, она как раз забивает
пробивается по координатам. Поэтому с технической точки зрения, думаю, это будет несложно. Это упростило бы ориентирование между игроками, например, среди госструктур. С моим предложением по рациям паре работало бы просто идеально. Добавило бы больше возможностей для проведения инвентов и мероприятий как от администрации по поиску чего-либо, так и для работников Weasel News. Какие у нас сейчас развлечения присутствуют для компаний, кроме Тулева? Открытие клуба могло добавить досуга игрокам. В нем бы стоял функциональный микрофон через клавишу E, который работал бы по принципу громкоговорителя, тем самым позволив организовывать концерты и стендап мероприятия. Функциональная игра в мафию и монополию с платным входом в заведение, потому как сейчас компания из нескольких человек попросту нечем заняться в игре, кроме гринда вертов и Тулева. Упразднить функции через клавишу G. Сейчас в этой клавише чего только не накидано. Капот, двери багажника, блокировка дверей, установка номеров, сменить замок. Почему все это не объединить в группу взаимодействий с авто, которую я по своему желанию мог бы открывать и выбирать, или вообще кастомно подгонять под себя. Единственное, что мне нужно при взаимодействии через G, это багажник и починить авто. При взаимодействии с игроком такая же история. Показать документы, показать медсправку, показать лицензии, показать сертификат о военной службе. Все вот это показать можно объединить в группу документы и уже раскрывать группу выбирать что-то конкретное. Подселить в дом можно перенести в планшет в меню дома. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, что в принципе и присутствует у нас на проекте, но с функциями через G явно перемудрили. В комментариях под предыдущим видео вы очень просили добавить для таксистов кнопку отмены, а также списание с карты игрока небольшого залога при вызове такси, так как большое количество клиентов, заказавших такси, просто их не дожидаются, особенно если видят, что таксист находится на другом конце карты. Тем самым таксист тратит свое время, деньги на бензин, а взамен одни убытки. При обновлении дальнобоя увидел классную идею в системе разных грузов, которые были бы привязаны к рангу. Немного подправив версию зрителя, получилось вот так. При обычной погрузке на каждом ранге был бы шанс, что вам загрузит уникальный груз. Первый ранг взрывоопасный. Ехать надо аккуратно. При сильном столкновении взрыв и смерть. Второй ранг хрупкий груз. При столкновениях прочность груза теряется, а с ним и часть оплаты. Третий и последний ранг – нелегальный груз. Вам будет предложено загрузить нелегальщину, от которой в принципе вы можете отказаться. При принятии такого груза госструктуры получали бы уведомления. Это очень классные предложения, которые разнообразили бы работу. Естественно, при выпадении каждого из таких грузов оплата будет выше. Не столько предложение, как вопрос к Котовскому. В одном из видео он говорил, что будет сейчас перерабатывать скорость авто. Но до сих пор ничего не произошло. После перехода на Alt-V машины потеряли 2-3 километра максималки. И это нигде не было отмечено. Моя Ferrari летала по 371. Сейчас же 369 это ее предел. С чем это связано, честно не знаю. Следующий вопрос не к Котовскому, а к группе разработчиков. Что там по замене значков у автомобилей? Давным-давно шильдики убрали, а альтернативу, которую обещали, так и не добавили. Хотя для одежды быстро все подправили, так как без брендов это были бы просто обычные цветные тряпки. Я не занимаюсь 3D моделированием, но за столько времени можно хотя бы было порционно вводить замененки, учитывая, что нам всегда говорят, что разные отделы занимаются разной работой. Для того, чтобы вы могли повлиять на все эти предложения и для улучшения связи с разработчиками, отныне все предложения с видео будут загружаться в специальный раздел на форуме проекта, ссылка на который будет в описании и в закрепленном комментарии. Вы можете перейти и поставить лайк на предложение. Как обычно, ваше предложение по улучшению нашего проекта жду в комментарии. Чем больше лайков, тем длиннее следующее видео из этой рубрики.